Расскажи, пожалуйста, про само мероприятие, про Web-стандарты Day. Что это такое, и как часто это проводится, и почему в этот раз у нас? Мы начали Web-стандарты Day я уже не помню, сколько лет назад, но, по-моему, сейчас провели, это будет 13-е мероприятие или 14-е, я уже не помню. Мы просто собрались с друзьями в моей московской квартире, там было человек 7, наверное, и решили обменяться опытом. Мы до этого общались на каком-то форуме, Веб-стандарты, по-моему, назывался форум, его давно закрыли. Мы решили развиртуализироваться, взяли пиво и начали болтать. Потом мы решили развиртуализироваться в Минске и собрали там человек 250 людей, потому что начали рассказывать на какие-то темы, про которые в Минске еще никто не говорил никогда. Бюджета не было, мы просто взяли денег, которые там нашлись у компании оперов, в которой я тогда начал работать. Какие-то деньги другие люди предоставили. Иногда мы просто приходим в университет и говорим: хотите, у ваших студентов будет какой-то семинар в субботу, и мы проводим там конференцию. И вот приходят люди, общаются, обмениваются мнениями в формате доклады, вопросы. А как часто это проводится, с какой регулярностью? Начали мы с одной конференции в год, потом по 2-3. Вот в этом году мы сделали одну в Москве, потом Петербург, Киев, Минск, Москва, а еще Екатеринбург. Уже 6 в этом году сделали. Поначалу я был очень шокирован тем, что люди как-то очень вяло в этом участвовали, но одно мероприятие, второе, третье, и к нам уже едут из других городов. То есть есть города, в которые нам сложно приехать, потому что там мало населения, далеко расположено, неудобно, дорогие билеты, еще что-то такое. Они к нам сами приезжают, когда мы выступаем в ближайших городах. То есть к нам в Екатеринбург приезжали люди из ближайших городов там на расстоянии довольно приличном. К нам, когда мы выступаем в Минске, к нам едут из Киева. Когда мы выступаем в Киеве, там едут из Минска, то есть ближайшие страны. А чем, например, сегодняшнее мероприятие в Яндексе отличается от тех, что были где-то в других местах, что-то новое? Сегодня, на самом деле, уникальное мероприятие, потому что у нас никогда не было англоязычных докладчиков, хотя мы пару раз пытались, но у них там не получалось приехать. Это для нас большой шаг, потому что мы боялись, нужен ли перевод или не нужен, но в итоге решили подтягивать аудиторию под уровень конференции, а не наоборот, опускаться до уровня людей, которые пока еще плохо знают английский. А впервые в России к нам выступил ВТЦ с техническим докладом. Это благодаря русскому офису, который открылся не так давно. Мы с ними связались и договорились, чтобы они привезли самих вот этих вот людей, которые все пишут, эти спецификации. We are very glad to see you at Яндекс office today and for the opening of our discussion. Could you please tell us about yourself more? Yes. So my name is Felix Sasaki. I'm part of the DFK of the W3C staff. I'm a so-called fellow, that is, I'm working for a German research institute called DFKI, the German Research Center for Artificial Intelligence, and I'm borrowed to the W3C staff mostly to work on topics related to multi-reality and to some extent also on semantic web topics. Okay, and what do you do in W3C? What kind of your specialization? So W3C has a so-called internationalization activity. So internationalization, that's one requirement to make technology useful for a large audience around the world. One important part of that is character encoding, so that you can have characters and then related fonts for scripts in many languages. So, but there are other related requirements. My main area in this internationalization area is related to preparing content for translation or localization. So I'm working in a group called Multilingual Web LT. LT stands for Language Technologies. And here we are defining metadata to make this translation and localization easier. So some parts of that metadata is also in HTML5. Since this year you have an HTML5 translate attribute. Ты как один из организаторов, да, будем уже говорить так, что если ты редактор,
как одному из организаторов, тебе хочется, чтобы с чем люди уходили отсюда, там, не знаю, с новыми знаниями, с какими-то там разорванными шаблонами, или наоборот, чтобы у них появились какие-то как раз-таки, не знаю, стандарты. Мы нужны для того, чтобы как-то восполнить тот пробел в образовании, который есть сейчас в образовательной системе стран бывшей СНГ. Как правило, абсолютно все курсы, академические, которые читаются в университетах, они безнадежно устаревают к тому моменту, как начинают читаться. Соответственно, подобные конференции, в частности ВСД, чуть ли не единственный способ держать себя в курсе, быть вот где-то на волне, понимать, что надо делать, как надо делать, какие тренды развиваются и как они в ближайшее время будут воплощаться. Hi Bears, and first of all, can you tell us about yourself a bit, some introduction? I joined W3C almost from the start of W3C back in 1995 when they opened the European office, and I've been there ever since. At first I joined for two things, for CSS that I'm still doing, and I did the job that Felix is doing now, and internationalization. So I created the internationalization working group inside W3C. That was back in 1995. Oh. And since then I've also worked on HTML, on XML, and I'm still working on mathematics with MathML specification. And general W3C things. Since I've been there for a while, I do events like this one. I go and talk to people and give presentations. That's a bit my work in W3C. So, hi Patrick, and welcome to Yandex, and we were glad to see you here. And first of all, can you tell us more about yourself? What do you do at Opera? On what you're working now? Sure. At Opera, I'm part of the developer relations team, same as my colleague Vadim, who's also organising this event. In developer relations, really, we do a variety of things. We're basically the interface between the internal guys at Opera who actually make the browser, the clever people who program the browser, and developers out in the community. So we act kind of as a two-way communication channel. When there's a new technology that comes out in the browser, we go out and evangelize it, explain to developers how to actually use the technology. For instance, I'm not a big expert in JavaScript, but I try to understand a new technology, and then I go out and do presentations or write articles about my findings, how I think this technology could be useful to developers. At the same time, obviously we attend events like these. We try as much as we can to actually talk to developers out in the wild and listen to what their problems are. If they say, this technology is great, but this doesn't quite work, or why is this feature not implemented yet? We take that feedback back to our developers within Opera so that, say, the next version of the browser, we can implement or add changes that basically the developers want out in the real world. So it's quite an exciting kind of gateway support role that we have. And today you spoke about touch devices, and what do you think, in which aspects the web is not there yet? So clearly the web as it stands today, most websites that are already out there are not really optimized for touch, because traditionally developers started responding to mouse events, for instance, or keyboard. So a lot of the touch devices, well, pretty much all touch devices actually emulate mouse events, so that the web actually works. The web as it is today works on these devices, and that works reasonably well. There are some situations where it's not ideal, and in those situations you can now start using special touch events. You can actually recode your websites to take advantage of actual touch capabilities on devices. А сейчас мы поговорим с Леной Джетпаспаевой, которую многие знают как Мурсю. Она помогала, ее знают многие из тех, кто посещал мероприятия Яндекса, технологические в том числе, Яндекса конференс, и она нам расскажет, надеемся, Лена, ты нам расскажешь про то, откуда возникла идея провести Web-стандарты Day именно в Яндексе.
Но на самом деле мы знакомы с многими комьюнити разработчиков, с многими знакомы, с многими не знакомы, но хотели бы познакомиться. Вот. И на каких-то наших индексовых мероприятиях всегда заходят какие-то разговоры о том, что вообще творится в индустрии, кто что делает. Вот. И на субботнике в Киеве, который был в мае этого года, мы с Вадимом очень долго разговаривали вообще про наши планы и про то, кто что делает. И как-то зашел разговор, почему бы не попробовать провести веб-стандарты вместе. Мы какое-то количество времени всю эту идею обсуждали, пока она не сформировалась в какой-то конечный такой вот облик. Сразу скажу, что нам интересно делать какие-то проекты вместе, но интересно делать их интересно и вкусно, то есть не просто собирать какую-то программу, не просто готовить докладчиков, тренировать их, делать какие-то полезные доклады, но и, собственно, делать мероприятие от начала до конца, чтобы оно было другим, чтобы оно было, может быть, качественно новым по формату или на другом уровне и так далее. Вот, мне кажется, что вот это мероприятие получилось.